Всем привет! С вами инженер-электрик Якимов Игорь. Сегодня у нас на обзоре датчик протечек воды и электропривод шарового крана Minimir Home от бренда Электростандарт. Очень практичная связка для умного дома. Это решение помогает вовремя заметить протечки воды на полу и автоматически перекрыть ее подачу, предотвращая затопление и большие убытки из-за ремонта. Каждый, у кого есть стиральная или посудомоечная машина, бойлер и даже простая гибкая подводка к смесителю, знает, шланг может лопнуть в любой момент или протечь место соединения. Пока вы это не заметите, вода будет течь бесконтрольно. И хорошо, если вы живете в частном доме и пострадает только ваше имущество. А если это квартира, то пострадают соседи снизу. Ремонт обойдется на порядок дороже, чем такая система защиты от протечек. Я буду и дальше на своем канале рассматривать элементы умного дома и автоматику. Подписывайтесь на канал, чтобы их не пропустить. Благодарен за вашу поддержку в виде лайков и репостов. Рассмотрим датчик протечки. Сам датчик небольшой, работает от батареек и подключается по Wi-Fi к приложению Minimir Home. Установить его можно прямо на полу, где есть риск появления воды, рядом со стиральной машинкой, посудомойкой, под раковиной, возле унитаза или бойлера. Как только вода замкнет эти два контакта снизу, для примера опущу их в эту воду, датчик сработает и отправит уведомление в приложение. Приложение включит сигнал сирены в динамик телефона и включит все сценарии, которые настроены в приложении. Подставка датчика съемная. Ее можно установить с помощью крепежа, входящего в комплект. Не рекомендуется использовать клеи и герметики для установки, так как они могут блокировать доступ воды к контактам. В результате датчик получается съемный. Чуть поворачиваем датчик и снимаем с подставки. Выкручиваем эти 4 самореза и можем поменять батарейки. В датчике используются 2 батарейки 3А. В случае разряда батареек в приложение придет соответствующее уведомление, если мы его настроим. Можно и не крепить датчик к полу, но нужно следить, чтобы его не опрокинули животные или вы при уборке. В настройках приложения можно выбрать, каким образом реагировать на сигнал датчика. Только прислать push-уведомление или запустить цепочку сценариев, в которых участвуют другие устройства. Например, перекрыть воду с помощью электропривода. Теперь переходим к самому интересному, к электроприводу. В комплект поставки входит сам электропривод, блок питания к нему, комплект крепежей с шестигранным ключом и инструкция. Электропривод устанавливается на обычный шаровой кран с такой ручкой. Я для примера закрепил электропривод на кран 1,2 дюйма со сгоном. Управлять можно через приложение. Вот мы закрыли кран. Вот открыли кран. Можно задать расписание или связать через сценарии с другими устройствами. Например, с датчиками протечек. Можно кран повернуть и вручную, без приложения. Как это сделать, я покажу позже. Давайте посмотрим, как настроить взаимодействие этих двух устройств. Подключаем датчик протечки в приложении Minimir Home. Как подключить устройство к умному дому, я рассказывал в прошлом ролике. Режим сопряжения устройства включается, если нажать несколько секунд кнопку сброса через это отверстие. В этом режиме сверху датчика просвечивается мигающий красный светодиод. После подключения он появляется в списке устройств. Аналогично добавляем электропривод крана.
Режим сопряжения включается при подключении к розетке через блок питания. Теперь у нас в приложении есть два устройства: датчик протечки и электропривод. Заходим в раздел «Сценарии» и создаем новый. Нажимаем плюсик, выбираем при изменении статуса устройства, умный датчик протечек, выбираем наводнение, сигнал затопления, выбираем тогда «Добавить задачу», управление одним устройством, выбираем электропривод крана, переключатель 1, выбираем «Выключить». Так как у меня сценарий настроен, я жму «Отмена». В результате у нас получается несколько сценариев. Вот у меня есть сценарий выключения воды. Можно запрограммировать, если датчик не зафиксировал воду, то кран включится. Но стоит подумать, надо ли это делать. Я этот сценарий выключаю. Лучше проверить систему водоснабжения или отопления и включить кран вручную. Давайте сымитируем, что у нас сработал датчик. Замыкаем. У нас электропривод перекрыл воду и сработала сигнализация. Теперь нажимаем «Проверить» и смотрим, что у нас сработало. Через некоторое время сирена сама выключится. Теперь проверяем, что у нас все сухо и можем включить воду вручную. Но бывают ситуации, когда электричество отключилось и у нас на электропривод напряжение не подается. Как тогда выключить воду? В этом случае потяните данное кольцо, и вы можете перекрыть кран вручную. Также вы можете его открыть. Так как электропривод мы отключили, у нас показало, что устройство вне сети. Подключаем. Устройство опять в сети. Если у вас в квартиру поступает горячая и холодная вода, то электроприводов нужно использовать два для горячей и холодной воды. Количество датчиков определяется по количеству мест, в которых возможны протечки воды. Теперь система работает полностью автоматически. Так как это облачное решение, вода перекроется и в случае, если ваш телефон недоступен через интернет. Кроме того, удобно перекрывать воду при уходе из дома одной кнопкой в приложении или голосовой командой через помощника, если вы уезжаете надолго. Я рекомендую хотя бы раз в полгода выключать-включать кран для профилактики заклинивания крана. Этим мы обеспечим надежность нашей системы в случае аварии. В связке датчик протечки и электропривод крана превращается из отдельных устройств в полноценную систему защиты дома от протечек. Это решение работает автономно, без вашего участия, и при этом не требует сложного монтажа. И все настраивается через смартфон. Для работы достаточно домашней сети Wi-Fi. Если вы хотите защитить квартиру или дом от затопления, такой комплект действительно стоит внимания. Ссылку на магазин, где я заказывал эти приборы, я оставил в описании. Поделитесь этим видео с друзьями. Создание такой системы защитит их от серьезных затрат на ремонт в случае протечек. Подписывайтесь на канал, впереди еще больше обзоров полезных устройств для умного дома и автоматики. Ставьте лайк и до встречи в новых и старых роликах.